Друзья, знаю, что многие из вас хотят попробовать прыгнуть с парашютом. И в этом выпуске я постараюсь рассказать вам, как и где вы сможете совершить свой первый прыжок и сколько это стоит. Чтобы рассказ мой не был скучным, заодно мы попробуем провести эксперимент. Например, кому страшнее сделать первый прыжок, парню или девушке? И для этого я пригласил своего товарища с канала «Дневник дизайнера». Мишу я знаю давно, он отличный дизайнер, но сегодня его дизайнерские таланты нам не понадобятся. Ну и для чистоты эксперимента нам понадобится девушка. И эта девушка будет Мишина соведущая Ирина, наверняка единственная в стране девушка-столяр. Итак, у нас есть парень-дизайнер, девушка-столяр. Хотя, на самом деле, это не важно, падать они будут примерно с одинаковой скоростью. А вот реакция у них будет разная. И в конце этого выпуска мы ее узнаем. Оставайтесь с нами, досмотрите этот выпуск до конца, будет интересно. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. I got his eyes that keep me grounded, that's for sure. Cause one day we gon' make it out this earth. Where's your worth? Look in my eyes, you see a victory. We ain't taking L's, death to our enemies. You see the drip on me, you cannot get with me. You cannot stop me. Sit back and watch me straight to the top. Итак, недалеко от Москвы есть довольно много мест, где можно прыгнуть. Я бывал в Коломне, в Пущино, в Ватулино. До других мест пока еще не добрался. Есть еще Путилово, очень уютная дроп-зона на Ладоге, это под Питером. Про остальные можете написать в комментариях, уверен, эта информация будет полезна. Отправляемся в Коломну. До нее можно добраться без особого труда из Москвы на электричке. Ну а если на машине поедете, придется немного постоять в пробке. Дроп-зона называется Аэроград. И не просто так. Это реально небольшой городок, в котором можете не просто прыгнуть с борта. Это целый комплекс, который включает в себя гостиницу, ресторан, банкетные залы. В общем, здесь даже вон свадьбу кто-то приехал замутить. Есть даже мотодром. Короче, можно сюда смело приезжать со всей своей семьей на выходные дни и кайфово провести время. Как только попадаем на дроп-зону, главная дорожка нас будет вести прямо к кассе. Именно отсюда вы, скорее всего, и начнете свой первый великий прыжок. Причем, если вы немного растерялись, то везде есть указатели, где находится регистрация, прыжки в тандеме, где манифест, ну, в общем, все такое. Топаем прямо по стрелочкам, проходим мимо вот этих вот людей, которые в оранжевой робе. Так обычно одевают приговоренных, но это, конечно, в американских фильмах. Именно так вы скоро, кстати, будете выглядеть, если, конечно, надумаете прыгнуть в тандеме. Ну а оранжевая форма, конечно, здесь неспроста. Это на случай, если вдруг вас сдует ветром, чтобы вас поисковая группа смогла быстро обнаружить. Подходим к кассе, смотрим ценники. Так, прыжок с парашютом в тандеме 18 тысяч. В день рождения, естественно, скидосы, плюс еще видеосъемка. В общем, дорого или нет, решайте сами. Тут же получаем анкету «Тандем пассажира», и в ней вас попросят оставить максимально полную информацию о себе. Согласиться, что вся ответственность за мероприятие лежит исключительно на вас, и что ваши родственники в будущем не будут предъявлять никаких претензий организатору. Также вас попросят оставить пин-коды от своих карт, пароли от криптокошельков, ну и так далее. Ну, если ты еще не передумал, то вот примерно такой путь придется проделать тебе. Ну а мы начинаем наш эксперимент и посмотрим, как в этой стрессовой ситуации поведут себя наши герои. Друзья, есть такой дневник, дневник дизайнера. Там люди делают классные дизайны, а это Ирина. Она классный столер. Первая девушка столер. Сегодня мы проводим эксперимент. Мы скинем Иру, естественно, вместе со мной мы ее поддержим в небе. И мы скинем Мишу. Туда-сюда прыгаю там. Я, брат, вообще прыгать. С кровати прыгал, со ступеньки прыгал. Вообще прыжков, знаешь, сколько сделал? Как вы думаете, есть разница, кто боится больше, девочки или мальчики? Сегодня мы это выясним, мы вам все покажем. Мы послушаем эмоции Миши, мы послушаем эмоции Ирины. Мы увидим, кто сильнее засал, кто потом еще захочет прыгать, а кто нет. А вы все оцените. Ребята решили поставить эксперимент, кто боится больше прыгать с парашюта, девушки или парни. Тут под руку попались мы вместе с Мишей и решили проэкспериментировать на нас. А вообще раньше, когда меня спрашивали, там, будешь ли ты прыгать с парашютом, я всегда отвечал, нахер мне это надо, я еще пожить хочу. Но почему-то, когда Андрюха мне написал, говорит, погнали прыгать с парашютом, я почему-то согласился. Я вообще незамедлительно ответила, что очень хочу. Это была мечта моего детства, но потом я поняла, что сейчас мне уже страшнее в 1000 раз. И как я на это согласилась и подписалась, я вообще не понимала до самого момента, мне кажется, когда я выпадала уже из самолета. Но у нас была непростая ситуация. Андрюха хотел, чтобы мы прыгнули и в тандеме, и все вместе. Утром
утром мы проснулись и выехали в Пущино. До последнего не знали, будет прыжок или нет. В общем, Андрюха договорился, и на меня начали надевать вот эту всю желтую фигню. Андрюха еще такой говорит, ты это, на тебя там будут комбинезон одевать вот этот желтый. Ты не одевай, лети так, в обычном своем. Я думаю, блядь, хуй знает. Что-то вот мне страшно стало. Я, короче, одел комбинезон, как будто он меня спасет. Мы стояли на улице, смотрели, как уже первый самолет с парашютистами взлетел в небо, и потом через какое-то время с неба падали маленькие просто человечки, крохотные, они появлялись из ниоткуда, самолета видно не было, и тогда я поняла, как это высоко. Я думала, боже, 4000 метров, ужас какой-то. И тут у меня вообще начало колотить, я не понимала, зачем я подписалась, но уже обратно было идти некуда. Начали мы подниматься туда, идти к самолету. Мне было не страшно, реально. Может быть, у меня был истеричный смех, но я почему-то мне было не страшно. Ну, не надо не обосраться. Не обосраться. Это обсираются обычно? Ну, всякое бывает. Но надо собраться и не обосраться. Мы уже стройным шагом пошли к самолету. Нам нужно успеть, там надвигается какая-то грозовая туча. Очень опасно в нее попасть, поэтому быстрее побежали. Инструктор ко мне подошел, спрашивает, Ира, тебе страшно? Я говорю, очень. Он говорит, а мне пиздец, как страшно. Мы сидели в самолете уже погруженный, я был такой уже пристегнутый, мне было не страшно. Когда мы шли к самолету, уже все вместе, мы уже туда загрузились, уже все готово, все уже двигателя заведены. Мы взлетели, это же кукурузник какой-то, вот так вот летит. Все равно было не страшно. Я думал, когда страшно-то станет? Вот я же все время боялся этого всего. Все выше и выше, выше и выше. Я думаю, когда уже просто хоть кто-то начнет выпрыгивать из самолета, потому что выше уже некуда, мне казалось. И тут открывают дверь, а она как бы открывается так... И гул страшный, как будто из ада вообще. Там дикий ветер вообще просто все срывает. Прыгает первый человек, и его просто оттуда как засасывает в черную дыру. Я думаю, хорошее начало, а следующее я вообще-то должна быть. Вот тогда мне стало страшно. Вот когда человека засосало в черную дыру вот туда, в пылесос, и мне было очень страшно. Но уже как бы вариантов не было. Я уже был пристегнут, меня тащили к выходу. Жутко, что я не отталкиваюсь, я болтаюсь у него между ног, и прыгает он моим лицом вниз. Я думал, я сейчас такой на видео, вот спрыгну, как будто бы с каменным лицом, как будто мне не страшно. Но мне сказали, надо наверх вот так смотреть. Когда я пересматривал, ощущение было, что я пиздец, как страшно, я просто вот так даже вниз не хочу смотреть. И мы выпрыгиваем, и тот самый момент, вот когда тело находится еще вертикально, а потом он переваливается в горизонтальное положение, вот это максимально пиковое, страшное время для меня было. Самые, наверное, вот самые по ощущениям дикие моменты, это когда ты прыгаешь. Реально, ну там вот подхватывает грудь, выскакивает сердце. Прям реально, вот это было там несколько метров, когда мы падали, прям вот такого свободного падения было очень страшно. Вот там
у меня вообще эмоции зашкаливали, пуще вообще некуда. Но потом организм как-то привыкает. У меня какое-то расслабление. Я даже не чувствовала, знаете, на американских горках, когда внутри все вот это съеживается. У меня не было этого ощущения. Вообще полет не ощущается. То есть ты летишь такой и летишь, вообще ничего не меняется. Я просто парила, и мне прям кайфово было. Я смотрела все вокруг, оно такое маленькое, оно такое все красивое, уже солнечно было. То есть я вот так лечу, и начинают подлетать люди там слева, справа. И это было очень страшно. Вообще как-то сказочно. Единственное, что очень щипало лицо, потому что мороз, у нас были только защитные очки, вот эта вот стрёмная кепочка, как эта шапка там мягкая называется. Я прям лечу и думаю, блядь, только бы не врезались. Они летели реально очень близко, это было, классно. И мы причем так долго летели, прям реально долго летели. И потом уже я слушала команды инструктора, поставила свои ноги на его, он открыл парашют. Там с такой силой выдергивает тебя наверх. Я думал, что будет ощущение, как будто ты тормозишь, но нет, там ощущение было наоборот, как будто тебя очень быстро поднимает наверх. И это было реально долго. Я что-то даже обосрался немножко, что-то было долговато. Потом все замедлилось, и говорят, что вот этот момент, когда свободное падение, он самый скучный. Это единственный, наверное, был момент, когда я расслабился наконец-то. Но мой инструктор мне говорит: Ира, хочешь научиться поуправлять парашютом? Что я сказала? Конечно. Вот, он мне дал в руки стропы, сказал, что куда поворачивать, и тут мы начали кружиться, подниматься вверх, вниз. Я ему говорю: я еще хочу. Он говорит: все, уже земля, все, хватит. Потом мы начали уже приземляться, а приземляются они с огромной скоростью. То есть он такой приспустил и такой начинает набирать скорость. Думаю, братан, мы же тормозить должны. Куда ты набираешь скорость? Вот это я обосрался. Думаю, сейчас ноги сломаем. Братуха, давай потише. И мы сели вообще прям супер мягко. Там были ребята, которые прям падали, потом их уносило, по полю возило. А мы прям тук-тук, и все. И мы сели. И как-то мы так мягко все равно приземлились. Реально, вот вроде и набрали скорость, но так мягко приземлились, я даже испугаться не успел. Бах, и мы уже внизу. Это очень страшно. Поздравляю. Красавчик. Пиздец, вообще жесть какая. Вообще такой кайф. И я даже, мне кажется, ни разу не посмотрела на Андрея за это время. Я зря боялась. Я зря боялась вообще. Страшно буквально доли секунд вообще. Когда вот прям ты сделаешь шаг из самолета, а потом ты даже не чувствуешь вот даже силы притяжения и только кайф вообще от того, что небо. Мы даже покрутились там. Да, ты вообще видела, что я рядом подходил? Нет, я смотрю, ты даже вообще не обращаешь внимания. Я тебе все потом покажу. Посмотришь в кино потом. Я еще хочу прыгать. Блин, это очень круто. И вообще весь полет это страшно. Я не кайфанул ни секунды. Голова вообще куча эмоций, все смешано, скомкано, но это круто. Мне очень понравилось. Если я буду в Москве, я бы хотела прыгнуть еще. Спасибо. Гештальт закрыт, но я больше не пойду. Спасибо. Друзья, я надеюсь, что этот выпуск был для вас полезным. Пишите в комментариях, где можно прыгнуть в вашем городе и сколько это стоит. В любом случае, если вы все же не решитесь на этот героический поступок, вы всегда сможете подписаться на наш канал, и мы подарим вам эти эмоции в наших выпусках. С вас, как обычно, лайк, подписка, колокол, и увидимся в новых выпусках. Друзья, многие из вас уже были в Таиланде. Все были в Таиланде. Все, кого я знаю, были в Таиланде. Ты был в Таиланде? Я не был. И я не был в Таиланде. Поэтому мы сейчас едем в Таиланд. И что мы там будем делать? Мы в Таиланде едем, во-первых, чтобы просто там побывать. И мы там будем не только прыгать с самолета, но и... Охуенно будем проводить время. Короче, вы сейчас сами все увидите. Раз, два, давай ты. 3.